divine grace, Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur. Сегодня день явления Его Божественной милости Шрила Бхактивинода Сарасвати Тхакура. We are told that for the propagation of the Krishna consciousness movement, that Bhaktivinoda Thakur prayed to Mахапрабху that he send one of his own men. Рассказывал, что для проповеди движения сознания Кришны, концепции Кришны, Шрила Бхактивинода Тхакур молился Махапрабху о том, чтобы тот послал ему одного из своих собственных людей. So in one sloka, Srila Guru Maharaj composed, Guru Dam Grantadam Gaura Dam Adam Namadam Da Bhakti Dam Guridam Vande Bhaktivinoda Sada. That the wealth of Bhaktivinoda Thakur is so extensive. He's given us everything. В одной из шлок, написанных, составленных Шрилой Гуру Махараджем, говорится богатство, that he's given everything. Его богатство данное нам Шрилой Бхактивинодом Тхакуром настолько велико, что он дал нам все. He's revealed the birthplace of Mahaprabhu. Он открыл место явления Махапрабху. He's revealed the glories of Shrimati Radharani. Он открыл славу Шримати Радхарани. He's given access to Radha Dasyam, servitorship of Shrimati Radharani. Он открыл доступ к Радха-дасям, служению Шримати He's given all of our books. Он дал нам все наши книги. The songs that we sing. Песни, которые мы поем. And Gurudam. He's also given Guru. И он также дал нам Гуру. Guru he's given in the form of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Он дал нам Гуру в образе, в форме Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Someone who by his intensity and earnestness and desire could push the Krishna consciousness movement outward for the benefit of humanity. Он дал миру личность, которая благодаря своему искреннему желанию, настойчивости сумела вынести концепцию сознания Кришны за пределы Индии и сделать ее доступной для всего мира. When we are presenting the search for Sri Krishna to Srila Guru Maharaj, he observed that it was 50 years to the day that the book Sri Krishna Chайтанье had been presented to Srila Saraswati Thakur. Когда в свое время мы представляли книгу «Поиск Шри Кришны. Прекрасной Реальности» Шри Гуру Махараджа на Молитве Шри Чайтанье Сарасвати Тхакура, он заметил, что именно в этот день, 50 лет тому назад, последователи Шрилы Сарасвати Тхакура представили ему их издание Шри Кришна Чайтанье. Because his concept was first to correct the Krishna conception within India, adjust it with Mahaprabhu's Krishna conception, and then broadcast it beyond the borders of India, particularly to the Western countries. Поскольку концепция идеи Шрилы Сарасвати Тхакура было прежде всего изменить представление о Кришна концепции самой Индии, привести ее в гармонию с учением Махапрабху, и следующий шаг вынести эту концепцию за пределы Индии и представить ее всему миру, в особенности западному миру. Because within India there are so many different conceptions of gods and goddesses. Поскольку в самой Индии бытуют столь многие представления о различных богах и богинях, that sometimes leads people to an indiscriminate view of reality or divinity. И зачастую это приводит людей к неразборчивому представлению о природе реальности и природе божественного. So his particular mission was to establish the supremacy of Krishna. И особая миссия Шрилы Сарасвати Тхакура заключалась в том, чтобы установить верховное положение Кришны. And through the agency of the conception of Gauranga Mahaprabhu. Через посредничество Гауранги Махапрабху. So in that publication, there was one picture we placed of Srila Saraswati. И в этой публикации в книге «Поиск Шри Кришны» мы поместили одну фотографию Шрилы Сарасвати Тхакура. And for the caption, it said, he declared totalitarian war against Maya, illusion, misconception, including all other religious conceptions. И подпись под этой фотографией была следующей. Он объявил тоталитарную войну против майи, иллюзии,
различных видов заблуждения, ложных представлений, и также против всех иных существующих форм религии. So Srila Guru Maharaj said, in observing him, he said, he had the sweetness. He possessed the sweetness of Vrindavan within, but it could only be detected within. Шрила Гуру Махарадж, описывая его природу, говорит о Сарасвати Тхакуре. Он был наделен, обладал сладостью Вриндавана внутри его существа, но она могла быть увидена или определена только внутри него. That outwardly he appeared in the form of a devastator. Тогда как внешне, продолжил он, внешне он проявлял себя как разрушитель. He once made a comparison to Muhammad Ali, the famous boxer. Однажды он сравнил Шрилу Сарасвати Тхакура с известным боксером Мухаммедом Али. Muhammad Ali, he used to declare, "I'm the greatest," and challenge all the other boxers. Мухаммед Али провозгласил себя сильнейшим и бросил вызов всем иным боксерам. But in the case of Srila Saraswati Thakur, he was not saying, "I am the greatest," but his challenge was, "There's nothing superior to the Krishna conception of divinity, and I'm prepared to demonstrate that." В случае Шрилы Сарасвати Тхакура он не провозглашал себя величайшим, но он заявил о превосходстве, о высшем совершенстве концепции Кришны, сознания Кришны, и выразил свою готовность отстаивать, защищать это верховное положение. We can see the beauty of his Krishna conception as it is established here in this temple. И мы можем увидеть красоту его концепции Кришны, выраженной в этом образе на алтаре этого храма. We do not see Radha and Krishna alone. Мы не видим здесь одних только Радху и Кришну. But rather we see Gauranga Mahaprabhu and then Radha Govinda. Мы видим Гаурангу Махапрабху и затем Раду Говинду. Because he is demonstrating a particular spiritual principle. Поскольку он демонстрирует определенный духовный принцип. This is the conclusion of the Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita of Krishnadas Kaviraj Goswami. Об этом говорится в заключительной главе Мадхья Лилы Чайтанье Чаритамрита Кришнадаса Кавираджа, wherein he draws a comparison between Krishna Lila and Gaura Lila. Где он проводит параллель между Кришна Лилой и Гаура Лилой. The pastimes of Krishna, they're mysterious. Игры Кришны по природе своей таинственны. And their human-like nature is further cause for them to be misunderstood. И их человекоподобная природа – это первая причина, главная причина, по которой они понимаются в ложном свете. So it's declared in the beginning of Srimad Bhagavatam, the Mahapurana, Super Purana, Srimad Bhagavatam. It says, Muhyanti Yatsuraya. Even the gods are baffled in trying to understand the simplicity and complexity of Krishna Lila. Об этом говорится в первой же главе Высшей Пураны Шримад Бхагаватам. Один из стихов, который утверждает, что даже великие боги этого мира ошеломлены, изумлены, когда они соприкасаются, когда они видят одновременную простоту и сложность игр Кришны. How can the original source of everything, the Supreme Personality of Godhead, appear in human-like dimension? Каким образом изначальный источник всего сущего, высшее существо, каким образом он может являться в человекоподобном обличии? So this is really, this sort of insight is the privilege of the highest section of liberated souls. Такого рода прозрение в его природу является привилегией высочайшей части, высочайшей категории освобожденных душ. Only they are capable of tasting the inner nectarine substance of Krishna Lila. Только они способны испытать вкус внутренней сокровенной нектарной субстанции Кришна Лилы. But a comparison is drawn between that Krishna Lila, which is inaccessible, and the pastimes of Mahaprabhu. И проводится параллель между Кришной Лилой, которая по природе своей недоступна, и играми Шри Чайтанье Махапрабху. The word
key word representing Vrindavan is Madhurya, or sweetness, the land of infinite beauty, charm, and sweetness. Ключевым словом, определяющим природу Вриндавана, является мадхура, красота, сладость и очарование. Whereas Navadvipam is described as Odarja, the magnanimous distribution of that nectarine sweetness. Тогда как Навадвипхама, ее природа определяется как аударья, великодушная раздача, распространение этой сладости. So Srila Saraswati Thakur, in establishing this sort of worship, he's showing that the entrance to Krishna Lila, to the central conception of the infinite, is through the pastimes of Gauranga Mahaprabhu. И Шрила Сарасвати Тхакур, устанавливая такую форму поклонения, тем самым показывает, что доступ, вхождение в Кришна-лилу лежит через игры Шри Чайтанье Махапрабху. And what do we observe in the character and pastimes of Mahaprabhu? Что мы наблюдаем, что мы видим в характере и в играх Махапрабху? Is the power of devotion. Силу преданности. That the finite has no prospect to realize the infinite on its own. Ограниченное начало не имеет никаких перспектив познания безграничного, опираясь на свои силы. Right? Sometimes Saraswati Thakur compared the mundane intellectual approach to interrogating divinity as the puppy brain. Иногда Шрила Сарасвати Тхакур, говоря о попытках такого интеллектуального познания природы божественного, он называл такого рода попытки щенячьи мозги. Just like we see little puppies. Мы видим маленьких щенков. And the way they go around and they discover things. То, как они бегают, как они видят новые для себя предметы. Really, they're totally ignorant of the world, of existence, of the environment, but they go around naively examining things. Эти маленькие существа полностью невежественны относительно природы окружающего мира, объектов этого мира. Они полностью наивны. It's a wonder in many instances how they even survive. Удивительно даже то, как во многих случаях удивительным является даже то, что они вообще выживают. So we're told, Shri Krishna namari nabhavye that the name of Krishna, the holy name of Krishna, the divine, the inconceivable form of Krishna, the qualities of Krishna, the pastimes of Krishna, they're beyond human comprehension. Говорится, что имя Кришны, образ Кришны, игра Кришны находятся за пределами способности человеческого понимания. But through service connection, the name, form, qualities, and pastimes of Krishna are accessible. Однако через связь посредством служения доступ ко всем этим явлениям, этим реалиям становится возможным. And this is nowhere demonstrated in greater degree than in the personage of Shrimati Radharani. И природа этого нигде не продемонстрирована, не явлена в большей степени, чем в личности Шримати Радхарани. The name Aradhita indicates her method of worshiping Krishna is to offer herself. Само ее имя, этот корень Арадхита, указывает на то, что ее метод поклонения Кришне – это отдание себя. Once when Srila Saraswati Thakur and his followers, they were circumambulating the holy places of Vrindavan. They came to Radhakunda. Однажды Шрила Сарасвати Тхакур и его последователи обходили различные святые места Вриндавана, и в своем путешествии они дошли до Радхакунды. And in Radhakunda, they saw many people showing their reverence. На Радхакунде они увидели, как многие люди выражали почтение этому святому месту. And bowing down. Кланялись ему. Sometimes the method of circumambulation is to bow and then move one length of the body, give a dandavat movement, other length, like that. Иногда их метод предложения поклона был следующим. Полный поклон, затем они поднимались, кланялись,
затем вновь полный поклон отдавать. Таким образом они обходили всю кунду. And one of his disciples observed that one king and his family, they were doing this type of circumambulation. И один из учеников Сарасвати Тхакура заметил ему, что некий царь и его семья таким образом обходили Радхаранию. And he said, and he was surprised, and he asked Saraswati Thakur, "Oh, they have so much devotion for Radharani." И увидев это, он был настолько удивлен, что, обратившись к Шри Сарасвати Тхакуру, сказал: "О, эти люди обладают столь великой преданностью Радхарани." And Saraswati Thakur said, "Yes, but there is a big difference between them and us in approach and in concept." На что Шри Сарасвати Тхакур отвечал ему: "Да, но существует огромное различие в их понимании, в их представлении об этом, огромное различие между их представлением об этом и нашим представлением." In their conception, Krishna is occupying the primary position. В их концепции, сказал он, Кришна занимает верховное положение. And Radharani is in the secondary position. Тогда как Радхарани занимает второстепенное положение. Right? So they worship her because she is dear to Krishna. Они поклоняются ей, потому что она дорога Кришне. But our conception is just the opposite. Однако, сказал, наша концепция прямо противоположная этому. That Radharani, she is occupying the primary position. Радхарани занимает главенствующее положение. Right? We're told, Jiva, by Mахaprabhu, he says, Krishnera Tatasta Shakti Veda Veda Prakash. They're in the Shakti group. Махапрабху открывает эту истину о том, что Джива – Татаста Шакти. Джива относится к группе, категории Шакти. They're part of Shakti. Они являются частью Шакти. And need to be under the shelter of the Asraya Vigraha. И они нуждаются в прибежище Ашрая Виграха. That means the eternal Chit Shakti associates of the Lord, and by extension Guru. Этим прибежищем является вечная Чит Шакти Господа и ее проявление Гуру. So this major shift in the concept of Guru from Krishna to his potency was the concept of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and the line of Srila Raghunath Das Goswami Prabhu. И это перемещение центра внимания от самого Кришны в сторону его Шакти было особенностью учения Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура в линии Шрилы Рагунатха Даса Госвами. That the direct approach towards divinity will be unsuccessful and insubstantial. Прямое обращение к Божественному будет несущественным и безуспешным. And that's more or less a fictitious devotional position. То будет в большей степени фиктивное положение преданности. Just as from the greatest distance we might perceive Everest, the highest peak of the Himalayas. Так же, как с очень большого расстояния мы можем наблюдать Эверест, величайший пик Гималаев. But as we, with that in our focus, as we start to make our approach, the proof that we're coming near Everest is that we'll come in connection with the entourage of Everest, so many subordinate surrounding peaks. Но по мере нашего реального приближения к Эвересту, свидетельством того, что мы к нему приближаемся, будет служить тот факт, что мы увидим прилегающие к нему более низкие горные вершины. So, when Srila Saraswati Thakur would be touring India, invariably in some town, some gentleman would be introduced as being a great devotee of Ramachandra or a great devotee of Krishna. Когда Шрила Сарасвати Тхакур путешествовал по Южной Индии, в разных городах ему представляли неких местных жителей, о которых говорили, что этот джентльмен великий, преданный Господа Рамы и Господа Кришны. And his response would be this: and under whose guidance is your devotion being conducted? Его ответ, его реакция на это была неизменно одной и той же. Он спрашивал, под чьим руководством осуществляется ваше преданное служение? And they say, oh, no, directly Rama or directly Krishna. Они говорили, нет, я служу напрямую, непосредственно Раме или Кришне. Later, he would inform his disciples that person is not a genuine devotee. Позже, когда этот человек уходил, Сарасвати Тхакур говорил своим последователям,
этот человек не является подлинным преданным. Because devotion is traced when one is focused on the devotee of Krishna. Поскольку преданность можно проследить, увидеть там, где в центре внимания находится преданный Кришне. Krishna himself tells this to Arjuna in the Adi Purana. Сам Кришна говорит об этом Арджуне в Ади Пуране. He says, those who say they're directly my devotees are not my real devotees. Он говорит, те, кто утверждают, что они являются моими преданными, не являются моими преданными. But those who are devotees of my devotees are my actual devotees. Но те, кто преданы моим преданным, те воистину преданы мне. So we find the most miraculous thing in the appearance Sri Chaitanya avatar, that Krishna himself has been converted into a devotee. И самое удивительное чудо мы видим в Чайтанье аватаре, ту истину, что сам Кришна был обращен к своему преданному. And his mutual exchange with Shrimati Radharani, the desire to taste the position of a devotee has been awakened within him. В его взаимообмене, взаимоотношениях с Шримати Радхарани желание попробовать вкус преданности, занять положение преданного пробудилось в нем. So Srup Damodar is recorded in Chaitanya Charitamrita, Radha Bhava Duti Subolitam Naumi Krishna Sarupam. That Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna under the influence of the heart and halo of Shrimati Radharani herself. Так говорит по природе Махапрабху, Сарасвати Тхакура Госвами, описывает его как Кришну, который находится под влиянием сердца, чувств и сияния Шримати Радхарани. So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was such an exclusive follower of hers that he could not tolerate even the slightest disregard for her. Шрила Сарасвати Тхакур был столь безоговорочным, ревностным последователем ее, что не был в силах стерпеть даже малейшее проявление неуважения в ее адрес. In one of the songs of Bhактивинода Thakur, it's mentioned how he says, I do not even want to look upon the faces of a particular place called Sakhi Stali, where that group, they want to take Radharani away from Krishna. I don't even want to see their faces. В одной из песен Бхактивинода Тхакура говорится, я не хочу даже бросать взгляд, смотреть в ту сторону, где находится лагерь группы враждебной Радхарани. Я не желаю даже смотреть в сторону этого места. So Srila Guru Maharaj said, when Saraswati Thakur would hear this song, that those words, when they were sung, his body would jerk in response to the sentiments being expressed there. Шрила Гуру Махарадж рассказывал, что когда Шрила Сарасвати Тхакур услышал эту песню, то его тело начинало содрогаться, как реакция, как созвучие его чувствам, которые выражены в этой песне. And he, although he meticulously suppressed expressing any spiritual emotions, he would sometimes become carried away hearing the devotional expressions of Srila Raghunath Das Goswami. И хотя Шрила Сарасвати Тхакур крайне интенсивно подавлял любые проявления чувств, возникавших в его существе, не желая показывать их вовне, иногда он был не в состоянии это сделать, особенно когда он слышал песни, стихи Шрилы Рагунатха Даса Госвами. Ashaware Amrita Sindhu Marita Tanchit Kalo Mayati Gamita Kila Sampatamhi Tomche Kripam Mahivda Shashinadu Kimne Prane Rajina Chaboro Bukarnapi, where he's couching the inner aspiration of the expression of a devotee's heart and the aspiration for the service of the lotus feet of Shrimati Radharani. Этот стих Даса Госвами, где он говорит о стремлении, о желании, сокровенном желании, стремлении сердца преданного, направленном на достижение служения Шримати Радхарани.
Krishna consciousness is substantially expressed as a service aspiration. И суть сознания Кришны выражается как стремление служить. But so his attempt to success in promoting Krishna consciousness was not appreciated by everyone from the very beginning. Но его попытки, так же как его успех в проповеди о широком распространении сознания Кришны, с самого начала не встречали, не были приветствуемы всем и каждым. Because his methods were unorthodox. Поскольку его методы проповеди были неортодоксальны. Just as Srila Guru Maharaj, he introduced the sannyas dress. Шрила Гуру Махарадж указывает на них. Например, он установил эту форму одежды саньяси, Which up to this time was not being employed by Vaishnavas. Которая до его прихода не существовала в вайшнавизме. Citing the Ramanuja line as a precedent, he reinstituted the Tridanda sannyas. И также использовав Сампрадаю Рамануджа в качестве образца, он утвердил этот орден Триданда саньяса. To draw attention to the Krishna conception and the conception of his Guru Varga. Для того, чтобы привлечь всеобщее внимание к Кришна концепции его Гуру Варги. He was not afraid to employ technology in the service of Krishna. Он не боялся использовать достижения технологии в служении Кришне. So some people objected to his methods as being unorthodox. И некоторые люди возражали против его методов, заявляя, что они нетрадиционные, неортодоксальные. Srila Guru Maharaj, in his defense, gave an example. И в своем опровержении таких утверждений, чтобы опровергнуть их, указать их несостоятельность, Шрила Гуру Махарадж дал свой собственный пример. Just as during the time of the Austro-Hungarian War with France, во времена австро-венгерской войны с Францией, the French were losing, suffering defeat. Французы терпели поражение. And then they appointed a new general on their side. И тогда они назначили нового генерала, Napoleon. которым был Наполеон. And he was rather unorthodox in his military strategy. И Наполеон также был неортодоксален, нетрадиционен в своей военной стратегии. But applying his unorthodox methods, the tide turned, and now the French were winning, and the Austro-Hungarian Empire were on the losing end. Однако, благодаря тому, что он использовал свою нетрадиционную стратегию, ход войны изменился, и теперь французы оказались побеждающими, а австро-венгерская страна терпела поражение. So the king called his generals for an explanation. И вот король Австро-Венгрии вызвал своих генералов, чтобы они объяснили ему причину. Previously we were winning, now we're losing. Причину неуспеха. Мы были победителем, теперь мы терпим поражение. What's the cause? Какова причина? And they said, no, there's this new general on the other side, and he doesn't know how to fight properly. Они сказали, на той стороне врага появился новый генерал, и он не знает, как правильно вести войну. Let me understand. We're losing because he doesn't know how to fight properly. Король задумался. Подождите, дайте мне понять. Мы терпим поражение, потому что он не знает, как правильно воевать. And what they meant was, up to that time, the traditional strategy was to attack the weakest spot and try to progress from there. И он имел в виду то, что до этого традиция, общепринятым методом была атака, нападение на самое слабое, уязвимое место. But Napoleon's strategy was to attack them in their strongest point. Однако стратегия Наполеона заключалась в том, чтобы атаковать противника в его наиболее сильной части. Then the whole thing could be toppled from there. И тогда вся оборона врага могла быть разрушена. So Saraswati Thakur realized that India is under the influence of Western
Western civilization and thinking. Шрила Сарасвати Тхакура осознавал, что вся Индия испытывает на себя влияние западной цивилизации, западного мышления. Bhактивинода also realized that. Бхактивинода также осознал это. So he presented such books as the Krishna Samhita to reestablish in the modern educated Indian mind the validity of Veda. Поэтому Бхактивинода представил такие книги, как Кришна Самхита, которая была призвана показать современной образованной аудитории, интеллигенции, ценность Веды. So at first he had to reestablish his own countrymen's faith in their own tradition. Поэтому его первой задачей было восстановление веры его собственных соотечественников в эту традицию. And then seeing India under the influence of Western or European civilization, he began to make his kirtan in opposition to that. И затем, видя тот факт, то обстоятельство, что Индия находится под воздействием Запада, он стремился вынести киртан за пределы Индии в западный мир. So he didn't believe that saints or sadhus should be hiding in caves, isolated from human civilization. Он не верил в то представление, согласно которому святые и саду должны находиться в изоляции, прятаться в пещерах и лесах от человеческого общества. But rather, he distilled as an essential principle from Bhактивиноda Thakura's teachings that association is the key. Однако он извлек из произведений, из наследия Шрилы Бхактивинода Тхакура эту идею, ключевую идею о том, что самым важным явлением, сутью является общение. So he established so many mats or temples to provide association, superior spiritual association for people. Он основал множество матков и центров, которые были призваны дать людям это общение с преданными. And we see ultimately his unorthodox strategy was successful. И мы видим, что в конце концов его неортодоксальная стратегия оказалась успешной. So that we have the benefit of being here, assembled here today by his divine grace. И мы обрели благо пребывания здесь сегодня благодаря его божественной милости. Jai Shri Bhaktivinoda Saraswati Thakur